Стальное колесо держится за стальной рельс в несколько раз хуже, чем шина за асфальт. Кузов вагона шириной около 3 метров стоит на колее в 1435 миллиметров, то есть вдвое шире собственной опоры. Руля у поезда нет. Состав массой в 400 тонн входит в кривую на 200 км в час, и колеса остаются на рельсах. Реборды, выступы на колесах, которые видно с платформы, к этому почти не причастны. Высота у них около 3 сантиметров, и в нормальном движении реборда рельса не касается. Держат несколько миллиметров профиля на поверхности катания, разглядеть которые с платформы нельзя. Разберу, как эти миллиметры работают и где они сдаются. Про монету на рельсе тоже скажу. Вопрос про нее приходит чаще всех остальных. Вагон опирается на 8 колес. Каждая касается рельса пятном размером с ноготь мизинца, около квадратного сантиметра. И через эту площадку у груженного вагона проходит больше 10 тонн. Контактное давление доходит до 1000 мегапаскалей. Рельсовая сталь при таких значениях работает за пределом упругости. Поверхность катания под колесом понемногу течет и наклепывается. С платформы это видно, если смотреть не на вагоны, а на рельс сбоку. Под каждым проходящим колесом он проседает на миллиметры и поднимается обратно. Балласт под шпалами при каждом нажатии чуть перетряхивается, и раз в несколько лет путь приходится подбивать заново. Стальное колесо почти не деформируется, поэтому на качение уходит примерно в 10 раз меньше энергии, чем у шины на асфальте. Один человек на ровном пути стронет вагон в несколько десятков тонн с места. Тормозить поезд будет через эти же 8 пятен размером с ноготь. Изнашиваются в этой паре обе детали, и это заложено намеренно. Колесо делают чуть мягче рельса, потому что менять колесную пару в депо дешевле и быстрее, чем перекладывать километр пути. Разрешенная нагрузка на ось задает остальное. У пассажирского вагона она держится в районе 17 тонн, у грузового доходит до 22,5, а на тяжеловесных направлениях Северной Америки и выше. Каждая лишняя тонна на оси проходит через то же пятно контакта и укорачивает жизнь и колесу, и рельсу. Поверхность катания скошена внутрь, уклон порядка 1 к 20, у европейских профилей поположе. Диаметр колеса меняется от внутреннего края к наружному на пару сантиметров, и вся дальнейшая механика построена на этих сантиметрах. Оба колеса сидят на общей оси жестко. Пока колесная пара идет серединой пути, они катятся по одинаковому диаметру. Сместилось вправо, правое колесо встало на больший диаметр, левое на меньший. За оборот правое прошло больший путь, ось развернулась влево, и пара уехала обратно к центру. Управляющих деталей в этой схеме нет. Ни привода, ни датчика, ни единой подвижной части сверх самой оси. В кривой работает тот же механизм. Наружная нить длиннее внутренней. Пара смещается наружу поворота. Наружное колесо переходит на больший эффективный радиус и закрывает разницу длин. Поворот проходится без поворотного узла у колес. Длинный кузов при этом не разворачивается целиком. Под ним стоят тележки. У каждой 2 или 3 колесные пары. И в кривую входит тележка, а кузов поворачивается относительно нее. На станциях с кривыми платформами зазор между краем платформы и вагоном поэтому делают шире. Серединой кузов уходит внутрь поворота с весами наружу. Устойчивость к опрокидыванию задает положение суммарной силы от веса и бокового ускорения. Пока она выходит из центра тяжести внутрь линии опоры колес, вагон стоит, каким бы широким ни казался кузов. Тяговые двигатели живут в тележке, трансформатор и тормозное оборудование висят под полом. Наверху остается легкая коробка с пассажирами. У цистерны расклад хуже. Центр тяжести высокий, а жидкость внутри еще и переливается при качке. Реборда вступает в работу там, где геометрии не хватает. Крутая кривая, стрелка, резкое боковое смещение. Ее постоянный контакт с рельсом для путейца означает, что запас уже съеден. Поднять гребень выше не дает крестовина стрелки. Реборда проходит через разрыв рабочей поверхности и мимо контррельса в строго заданном зазоре, так что выросший гребень начнет цеплять железо на каждом переводе. Колесо к тому же взбирается на рельс по наклонной грани самой реборды, и лишний сантиметр удлиняет подъем, но не запрещает его. На прямом пути колесная
скоростная пара не стоит по центру. Она его постоянно пересекает, уходит вправо, разворачивается, проскакивает середину, уходит влево. Длина такой волны у обычной пары получается порядка 20 метров. Амплитуда измеряется миллиметрами, и в салоне это не чувствуется. Называется виляние. Формулу длины волны вывели еще в 1883 году, задолго до скоростей, на которых она стала важной. До определенной скорости колебание затухает само. Выше нее оно начинает расти, и границу называют критической скоростью. За ней виляние ощущается как быстрое боковое подергивание, у которого снаружи нет причины. Путь прямой, стыков нет, а вагон дрожит вбок. Поднять эту границу можно жесткой связью тележки с кузовом и мощными демпферами рыскания. Демпфер рыскания похож на амортизатор, только гасит он не вертикальные кочки, а попытки тележки развернуться вокруг вертикальной оси. Компромисс появляется сразу. Жесткость, которая держит тележку прямо на перегоне, мешает ей разворачиваться в кривой, растет боковая сила на наружный рельс и износ гребня. Скоростную тележку считают под конкретный участок с его радиусами, а не под максимум устойчивости вообще. Износ колеса эту границу сдвигает вниз. У свежеобточенного профиля эффективная конусность одна, у пробежавшего сотни тысяч километров другая. И вагон, вчера спокойный на этой линии, начинает вилять на прежней скорости. Металл целый, трещин нет. В депо профиль меряют шаблоном. При выходе за допуск пару отправляют на обточку, и диаметр колеса каждый раз уменьшается на несколько миллиметров. Запас металла в колесе конечен, обточек у него в жизни считанное число. У самого гребня свои болезни, и они видны раньше, чем начинаются неприятности на скорости. Прокат, то есть выработанная канавка на поверхности катания, поднимает эффективную высоту гребня. Подрез, когда рабочая грань гребня стачивается почти в вертикаль, встречается у вагонов, которые много ходят по кривым, и опасен он тем, что вертикальная грань цепляется за головку рельса вместо того, чтобы скользить по ней. Оба дефекта меряют шаблоном за минуту, и оба стоят в перечне браковочных признаков перед выпуском вагона на линию. Если такие разборы вам заходят, подпишитесь. У меня тут регулярно про вещи, которые выглядят невозможными, пока не посмотришь на них вблизи. Поезд, остановленный светофором в кривой, стоит наклоненным внутрь поворота. Наклон заметный, на столике это видно по стакану. Наружную нить в кривой поднимают выше внутренней, называется возвышение или кант, и часть боковой нагрузки уходит в вертикаль, вместо того, чтобы выталкивать состав наружу. У каждой кривой есть равновесная скорость. При ней наклон почти полностью съедает боковое ускорение. По одной и той же кривой ходят пассажирский на 160 и груженый на 70. Медленный тяжелый состав в наклоненной кривой сильнее давит на внутреннюю нить, быстрый пассажирский на наружную, и возвышение выбирают компромиссом между ними. Задирать его выше примерно 15 сантиметров нельзя, потому что поезда иногда стоят. Груз в вагоне на сильном наклоне начинает сползать к внутреннему рельсу, а внутренняя нить под стоящим составом получает лишний износ. Остаток бокового ускорения, который наклон не съел, принимают как данность и называют непогашенным ускорением. У пассажирских линий его держат в одних пределах, у грузовых в других, и величина эта нормативная, от страны к стране разная. Перед кривой всегда есть переходный участок, где радиус и наклон меняются постепенно. Без него пассажиров бросало бы в бок ступенькой, а колеса и рельсы получали бы скачок нагрузки на входе. Наклоняющийся кузов, вроде пендалина, переходную кривую не отменяет и физику не меняет. Он снижает боковое ускорение для людей в салоне, а колеса и рельсы чувствуют силы, которые задают скорость и радиус. Амагасаки, 2005 год. Электропоезд вошел в участок с ограничением 70 км в час примерно на 116. Первые вагоны сошли и ударились о жилое здание. 107 человек это событие не пережили. Еще больше 500 пострадали. Превышение в 1,5 раза по спидометру в кривой считается иначе. Боковое ускорение растет как квадрат скорости. Отношение получается около 2,7. И нагрузка на наружную нить выросла почти втрое от расчетной. Ограничение скорости в кривой поэтому работает как жесткая граница, за которой самоцентрирование перестает участвовать в происходящем. После того случая на линиях компании ускорили установку аппаратуры, которая тормозит поезд принудительно при подходе к кривой быстрее разрешенного.
Технически, такие системы существовали и раньше. Вопрос был в очередности оснащения. Внутренние колеса в той кривой разгрузились, и это вторая дорога к сходу, более тихая. Прижим колеса к рельсу создает вес. Пока вертикальная сила большая, боковая должна быть огромной, чтобы поднять реборду по грани рельса. Инженеры смотрят на отношение боковой силы к вертикальной, и порог около 0,8 берут рабочим критерием для одного колеса. Критерий этот с оговорками. Допустимое отношение зависит от угла грани реборды и от трения в контакте. Чем круче гребень и чем ниже коэффициент трения, тем выше порог. Требуется к тому же, чтобы превышение держалось на протяжении хотя бы 1,5 метров пути. Одиночный всплеск на стыке ничего не решает. Опасна устойчивая перегрузка. Высокое трение в этом месте работает против колеса. Оно помогает гребню карабкаться вверх по грани. Смазка гребня в крутых кривых поэтому решает две задачи сразу: снижает износ и убирает часть тяги, которая тянет колесо на подъем. В трамвае и метро отступать некуда. Радиусы там уходят в десятки метров. Самоцентрирования на такой кривой не хватает никакому профилю. И гребень идет по рельсу постоянно. Отсюда визг на поворотах. Это высокочастотное проскальзывание колеса по головке рельса. Борются лубрикаторами, которые дозированно подают смазку на грань, и рельсосмазывателями на самих вагонах. Наружную нить в кривых малого радиуса меняют заметно чаще внутренней, иногда в разы. Взбирание охотнее случается на малой скорости. Быстрое колесо проскакивает неровность раньше, чем успевает по ней подняться, а на 5 км в час у него есть все время мира. Изрядная доля сходов приходится на парки, подъездные пути и маневровые передвижения, где скорость пешеходная, а геометрию давно не выправляли. Разгружает колесо чаще всего сам путь. Одна нить приподнята, по диагонали противоположная просела, вагон встает наперекос. Подвеска перераспределяет вес, но не мгновенно и не до конца. Одно колесо почти повисает над рельсом, и после этого хватает боковой силы, которая в нормальном положении не значила бы ничего. Перекос меряют на фиксированной базе, обычно в несколько метров, и он входит в первую тройку контролируемых параметров геометрии пути. Сдается иногда и сам путь. Ослабленные крепления или гнилые шпалы позволяют рельсам разойтись, колея становится шире, колесо проваливается внутрь. Бывает, что рельс не удерживает боковую нагрузку и заваливается на бок, оставаясь целым. Металл под поверхностью катания устает от тех самых контактных давлений. В головке рельса зарождаются усталостные трещины. Снаружи не видно ничего. Полоска стали, как полоска стали. По линиям поэтому ходят дефектоскопные вагоны и просвечивают рельс ультразвуком на ходу. Найденный дефект получает номер, класс и срок замены. А до замены участок живет с ограничением скорости. Отдельная неприятность прилетает от колеса с ползуном. Ползун – это лыска, которую колесо получило, проскользив юзом при торможении. Такое колесо бьет по рельсу на каждом обороте, и ударная нагрузка в разы превышает статическую. Зимой, когда сталь холодная и менее вязкая, ползун способен доломать рельс с уже имеющейся трещиной. На крупных станциях вход в парк оборудуют напольными датчиками ударной нагрузки, которые ловят такие колеса по силе удара. Летом работает другой механизм. Бестыковой путь сварен в плети длиной в километры, расширяться ему некуда. И при нагреве внутри рельса копятся продольные напряжения сжатия. Держат их балласт и промежуточные крепления. Сопротивление боковому сдвигу набирается из мелочей: массы шпалы, ширины балластной призмы за ее торцом, степени уплотнения щебня. Свежеподбитый путь, у которого щебень еще не улегся, летом держит хуже выстоявшегося, поэтому после ремонтных работ на участке временно ограничивают скорость. Борются с этим заранее и довольно изящно. Плеть при укладке натягивают или прогревают так, чтобы не напряженной она была не при температуре монтажа, а при расчетной, примерно посередине между летним пеклом и зимним холодом. Значения записывают по каждому участку. Любая работа, при которой рельс резали, сваривали или сдвигали, это значение сбивает, и температуру закрепления нужно восстанавливать заново. Возле Лэндворта в 2015-м путь выгнало в жару. Локомотив и первые 10 вагонов через выгнутый участок прошли и своим проходом изгиб увеличили. 11-й вагон и все, что шло следом, сошли. 4 опрокинулись. К геометрии никакого отношения не имеет букса, подшипник, на котором вращается ось. Перегрев развивается медленно. Смазка теряет свойства, температура ползет вверх. Подшипник разрушается, ось проседает. Колесная пара после этого перестает нормально направляться рельсами, и конусность профиля ей уже не помощник.
Ловят это напольными постами вдоль линии. Прибор смотрит на проходящий состав инфракрасным глазом и сравнивает температуру букс между собой. Одна горячая остальных значит остановку и осмотр. Расчет строится на том, что перегрев развивается десятки минут, и за перегон между постами разрушиться не успеет. Быстрое заклинивание в этот расчет не укладывается, поэтому на тяжеловесных направлениях посты ставят чаще, а к тепловому контролю добавляют акустический, который слушает шум подшипника на ходу. Груженному составу на скорости около 90 км в час нужно больше 1,5 километров тормозного пути. Величина плавает от массы, уклона и состояния рельса, но порядок именно такой. Замедление упирается в сцепление стали по стали и выходит в разы меньше автомобильного. У длинного грузового добавляется вторая задержка. Тормоза срабатывают не одновременно по всему поезду. Волна падения давления идет по магистрали от локомотива к хвосту, и на составе длиннее километра это заметные секунды. Осенью в дело вмешиваются раздавленные листья. Они дают на головке рельса тонкую пленку, сцепление падает еще сильнее, и на некоторых линиях перед сезоном гоняют специальные поезда, которые моют рельс струей воды под высоким давлением. Единственный быстрый способ поднять сцепление на ходу – это песок. Форсунки-песочницы подают его прямо в зону контакта перед колесами, и в экстренном торможении машинист включает подачу почти рефлекторно. Запас песка при этом конечен и считается в килограммах, поэтому расходовать его на каждую остановку никто не станет. Отвернуть машинист не может по определению, сигнализация путь тоже не осматривает. Рельсовая цепь показывает, занят участок другим поездом или свободен. Излом рельса она нередко ловит, потому что разрывается электрическая цепь и система переходит в защитное состояние. Камень, упавшее дерево или машину на переезде она не увидит. Обнаружители препятствий ставят на переездах, датчики схода грунта на опасных склонах, но покрыть ими каждый метр линии невозможно. Само препятствие вдобавок умеет прятаться за кривой, за вершиной подъема и за мостом. Кармонт, Шотландия, 2020 год. После сильного ливня вода вынесла на путь грунт и щебень. Поезд шел 117 км в час. Для этой линии нормально. Состав был исправен. Столкновение с наносом закончилось сходом и ударом о парапет моста. Вагон разбросало. Для 3 людей в поезде исход оказался необратимым. Изменилась среда вокруг пути, и изменилась за несколько часов. Мелкий щебень поезд раздробит или выбросит из зоны контакта. Опаснее оказывается выброс. Возле станции Ромфорд в 2010-м щебень высыпался под поезд из груженного вагона, отлетел от пути на платформу, и 3 стоявших там людей пострадали. Скорость была около 95 км в час. Камешек в десяток граммов на такой скорости работает как снаряд, и опасен он не для состава. Монета толщиной около 2 мм против фриборда в 3 см и нагрузки на колесо больше 10 тонн не имеет ни единого шанса поднять колесо выше головки рельса. Расплющится в лепесток или вылетит в сторону. Это инженерный вывод, а не приглашение проверять. Выходить на пути и класть на них предметы запрещено. И риск в этой затее достается человеку, а не поезду. Камень размером с кулак уже дает заметный удар, а сойдет поезд или нет, зависит от формы камня, его положения и от того, попадет ли он под реборду. Валун, оползневый грунт или обломок рельса поднимают колесо уверенно, особенно если препятствие лежит сразу на обеих нитях. Слабое место пути – это стрелка. Подвижные остряки, зазоры, крестовина, в которой рабочая поверхность рельса физически прерывается. В разрыве колесо на мгновение теряет нормальную опору, и направление ему задает контррельс сбоку. На маневровой скорости это не критично. На скоростных линиях разрыв убирают совсем, делая крестовину с подвижным сердечником. Посторонний предмет внутри перевода способен развести колеса одной тележки по несовместимым маршрутам. В расследовании схода трамвая в Ситоне причиной сочли предмет в стрелочном переводе, который туда, судя по всему, положили. Зимой роль постороннего предмета играет лед. Между остряком и рамным рельсом достаточно нескольких миллиметров намерзшего снега, чтобы остряк не дошел до плотного прилегания, и стрелка встала в положение, которого нет ни в одном маршруте. На крупных узлах поэтому ставят электрообогрев переводов и газовые обогреватели, а на мелких станциях зимой работает лопата и метла.
Обломок дерева умеет вредить и не под колесом. Возле Маркинча куски древесины задели механизмы отпускания тормозов и повредили тормозные трубы ремонтного состава. Машинист после этого не смог затормозить снова, и поезд катался по уклонам туда и обратно, пока не остановился сам. Внутри состава живет своя боковая сила. При торможении задние вагоны наваливаются на передние, при разгоне сцепки растягиваются, а в кривой сцепка стоит под углом к оси пути, и часть продольного усилия разворачивается в бок. Порожний вагон в середине длинного грузового состава такая сила выдавливает наружу кривой без всякого препятствия и без ошибки машиниста. Помогает или мешает здесь тип сцепки. Автосцепка держит вагоны с зазором и допускает продольные подвижки. Винтовая упряжь с буферами работает иначе, и распределение усилий по составу у них разное. Машинисты грузовых поездов управляют этими силами вручную, тянут состав растянутым на подходе к кривой, стараются не тормозить и не разгоняться в самой кривой, а на переломах профиля работают тягой аккуратнее, чем на прямой площадке. Малое сопротивление качению, которое делает железную дорогу выгодной, здесь показывает вторую сторону. Подъем в 1 метр на 100 метров пути для грузовой линии уже тяжелый, а на таком же спуске состав, оставленный без надежного удержания, трогается сам. Медленно, почти незаметно, потом все быстрее. Лак Мегантик, 2013 год. Груженный состав оставили на уклоне, ручными тормозами удержали недостаточно, давление в пневматике постепенно упало. Поезд поехал сам, прошел почти 12 километров и разогнался до 105 километров в час. В кривой локомотивы удержались на рельсах, а цистерны с более высоким центром тяжести сошли. Разлилось около 6 миллионов литров нефти. Событие оборвало жизни 47 человек. Один поворот, одна скорость, разный исход у головы и хвоста состава. Сошедшее колесо не означает мгновенной остановки. Возле Вонстед-парка сошедшая колесная пара прошла около 4 километров по шпалам и балласту, круша путь под собой, прежде чем состав встал. Машинист сидит в голове поезда длиной в сотни метров, а иногда и километры. Обратной связи от хвоста у него почти нет. Ни зеркал, ни картинки, ни ощущения через сцепки. Пока сход не порвет тормозную магистраль или не разомкнет рельсовую цепь, поезд идет в штатном режиме, а позади остаются выбитые скрепления и разбитые шпалы. Дорогая часть в таких случаях обычно не вагон, а путь за ним. На вагонах с опасными грузами в Европе ставят детектор исхода. Устройство висит на раме и срабатывает от вертикального удара, который бывает только при движении колеса по шпалам, после чего само разряжает тормозную магистраль. Обычный порожний полувагон такой роскоши не имеет, и его сход обнаруживают по разорванной цепи, по докладу дежурного или по звонку от людей, которые увидели поезд со стороны. Сход почти никогда не начинается с одной причины. Рабочий сценарий выглядит примерно так. Порожний вагон в хвосте грузового состава, изношенный профиль с задранной конусностью, перекос пути на входе в кривую и сухая грань наружного рельса. Каждый пункт по отдельности лежит в допуске. Складываются они в разгруженное колесо и боковую силу, которой достаточно. Мерят поэтому не устойчивость целиком, а ее слагаемые по отдельности. Профиль колеса снимают шаблонов в депо. Геометрию пути пишет путеизмерительный вагон на рабочей скорости. Ширина колеи, возвышение, просадки и тот самый перекос, допуск по которому измеряется миллиметрами на базе в несколько метров. Вертикальную нагрузку на колесо ловят весовые посты и стенды при выпуске вагона из ремонта. Участок с превышением по перекосу получает ограничение скорости в тот же день, и до выправки поезда идут по нему шагом. Напишите в комментариях, какой из механизмов оказался для вас наименее ожидаемым. Перекос пути, разгружающий колесо, или взбирание реборды на пешеходной скорости. И подписывайтесь, если хотите такие разборы дальше.